Всем добрый день, доброе утро. Я позавтракала, тут уже разбомбила кровать, собралась переправлять, но мне позвонил папа. И, в общем, после обеда, уже через 20 минут, я еду на работу. Еще тут своих детей разбудила. Ну, как разбудила? Они не спали, конечно, не в этом смысле. У меня уехали дети вчера, но они так обрадовались, да, типа выходные, тут дистанционка, все такое. Но никто не отменял дополнительные занятия. У Варварки сегодня английский, у Алены-то нет. А вот у Варвары английский сегодня. Завтра у нее вокал. Я говорю, а вы уехали? А это все в городе, тут рядом с нами. Так что сегодня мы ее обратно забираем. Вот такие вот дела. Я говорю, обрадовались. Смотри-ка, что не учитесь. А я вообще планировала, думаю, сейчас перестелю кровать, поставлю стирку. Значит, кровать-то перестелю. Но стирку пока не буду ставить. Купила вчера порошок. Блин, с этим полотенцем. В общем, купила порошок вчера. Постирала одну стирку. Я до этого брала большая стирка Сини. Отличный порошок. Этот тоже отличный порошок. По стирке. Ну, я не заметила, что он что-то не отстирал пока еще. Такого не было. Но запах у него, это вообще настолько сильная отдушка какая-то. Аж вот вещи сохли. Я все вынесла на балкон. У меня там полотенце. И полотенце я как бы дома не сушу. У меня нету места такого, чтобы большие полотенца сушить. Я на балкон вынесла. Но остались одни Варварины джинсы. Я их повесила на батарею. И вы не поверите, я чуть не задохнулась с них. Но вот они высохли практически, но они все равно так сильно пахнут. Это просто жесть. Я не знаю, что они туда добавляют, в этот порошок, но такой больше я не возьму. Буду синенький брать. Мне просто вчера было вообще не по пути, мне вообще не по пути туда ходить, только надо специально идти. Доброцен. В Доброцене продается большая. Во-первых, она выгодней. Во-вторых, у нее нет вообще такого запаха. И это очень классно. Я вообще не люблю, когда порошок, он пахнет, вот ты постирал вещи, ходишь, пахнешь этим порошком. Ну, как бы, сомнительное удовольствие. Но зато этот порошок можно попробовать постирать свои рабочие вещи. Да, мне кажется, будет очень классно. Они как раз, весь запах с них выйдет. Будет очень прикольно. Так, ладно, буду перестилать кровать, пойду побрызгаю нос, горло. Вообще все позаложено, все першит. Ну да ладно. Надеюсь, сегодня уже будет получше. Сейчас поработаем, подышим солярочкой, и все будет прекрасно. Не знаю, слышно вам, нет? Варварка записывает песню. Я вернулась с работы, уже помылась. У нас осталось 40 минут, и надо высушить голову и идти на английский. Поработали немножко. Ужасно себя чувствую, пойду сейчас какие-нибудь таблеточки выпью. Мне вообще надо сегодня еще умудриться дойти и проголосовать, потому что завтра я не хочу этого делать. Я хочу это сделать сегодня. Не забыть паспорт, листочек, который нужно скинуть. Жетончики у меня, слава богу, в телефоне лежат. Я их положила от школ, которые... Вот. Так что... Такие дела. Забрала Варвару. Она песни он поет, уже записывает вовсю. Ну и она сегодня остается со мной, потому что завтра у нее вокал. А тут до вокала идти 2 шага. И она пойдет на вокал. Чтобы ее уже от родителей не вести специально. Вот ты стой за поплосайка. Вот посмотрите на нее. Вот она стоит и просит, чтобы я ее взяла. Как я тебе должна одной рукой поднять? Самый прикол, что вот эту майку она снимает, и все. И тогда чесаться опять начинает. Давай запрыгивай сама. Оп, оп. Вот она, скажи я. Вот она я красивая. Я тут не очень одетая. Ты балуешься. Что ты балуешься? Что ты балуешься? Что ты балуешься? Это что за собака такая? Что за собака? Дай мое одеяло. Она балуется. Это что такое? Это что за бесюн? Это что за бесюнчик? Все, теперь тебя видно. Я решила не одеваться. Думаю, сейчас все равно, сейчас чуть-чуть обсохну. Пойду сразу надену вещи, в которых пойду.
Ну вот, а эти дурашки, надо дурачиться. Сегодня майку она эту стянула с себя. Стянула с себя эту майку. И пошла чесать свою шпину. Опять об кровать скрябаться. Посмотреть, когда я и лечила. И 3 недели, когда будет. Какого числа? Надо повторить. Надо повторять эту штуку. Потому что с первого раза она не вылечивается почему-то. Не-не-не-не. Ой, ой. Будь здоров. Дызы. Дызы. У меня еще сегодня грандиозный план поесть раменчик. Я хочу очень острый рамен. И хочу купить морскую капусту, вот эти чипсы и сыр. Девчонки съели сыр такой плавленый. С ним прям очень вкусно. Буду заворачивать просто в нори в эти чипсы, которые... И вот хочу так покушать. Хочу так сварить и покушать такой раменчик вкусенький, да. А еще мне что-то хочется черный рамен. Я уже давно не ела. Вот, может, зайдем сегодня в магазин купим. У меня оставался мой сырный. Я думаю, вчера возьму горяченького оттуда жишки, похлебаю это. Но кто-то его съел. Кстати, лицо я сегодня почему-то как-то пропустила момент лица. Сейчас пойду тоником уберу все. И надо тонер мне увлажнить. У меня лицо такое суховатое. Тем более после работы я хоть и умылась, но нужно все протирать. Мы с Варваркой собираемся на English. Я опять сделала эту куртку. Да, она такая прям взрослая в ней смотрится. Ты знаешь, как делать? Вот тут закрывай и вот эту штучку, чтобы тебе не пыталось. Там надо вот эти вот прижечь. Что-то мне не нравится, как они торчат. Нет? Да. Немножко. Я надеюсь, я успею сбегать, проголосовать. Так что я с собой все взяла. Кстати, просто мы как будто на фоне окна стоим, хотя это просто белая стена. Почему окна? Посмотри, как она засвечивается на камере. Новосибирск. Смотрите, это, короче, лотерея, про которую я вам рассказала. Это только в Новосибирской области. Первая. Вторая. Голосуй. Третья. Так, это тут опросная часть. Нам ее нужно будет закинуть. Плюс 500 миллионов жетонов. Всего лишь 6. Всего лишь 6 за одну школу и за другую. Какая я не... За где мой можно телефон? голосовать. Действительно, мама, блин. Ой, ладно, все, мы пошли на английский. Капец, позор. Так, все. Свой гражданский долг я выполнила. Я, кстати, хотела пожаловаться. Не знаю, видно будет, нет? Синяк на руке. У меня сегодня сорвался ключ. И это был трэш. У меня аж пальцы онемели. Куда-то попало, видимо, в вену или в жилу. Я не знаю, во что. Ну, в общем, пальцы перестали двигаться. Вот. Сейчас дождусь Варварку. И пойдем с ней за покупочку. Или без нее уже сходить. Я вот думаю. Надо все одну раменчику купить. Она хочет у меня доширак. Я, короче, стала плохой мамой. Стала разрешать маленькому ребенку есть вредную еду. Раньше я этого не разрешала. А она смотрит на нас с Аленкой. Мы рамен едим, значит, ей можно доширак. Либо роллтон. Короче, такие вот дела у нас. На улице на солнышке очень тепло, а в тенечке прям нифига не тепло. Нос говорит: ты простыла, женщина, надо тебя лечить. О, у нас одна и та же женщина на нашем участке. Я сразу поняла, что я в прошлый раз к ней подходила. Она была на нашем доме, и сейчас она уже. Вот, так что все, гражданский долг выполнен. Я так хотела это сделать сегодня, чтобы завтра, если буду себя плохо чувствовать, чтобы никуда не ходить, уже быть дома. Я даже сегодня 2 раменчика возьму, что если завтра вдруг Варварка уедет, мне не надо будет ничего себе кушать, готовить. Утром лаваш, а вечером уже рамен. Я еще, кстати, с утра позавтракала. Я позавтракала, получается, в 12. И я еще не голодная. Удивительно. Но я не хочу есть. Я еще даже не обедала. Как-то так. Ну, потому что болею, скорее всего. И когда болею, обычно есть вообще не хочется. Да. Какая я красивая. Я сегодня не снимала шапку нигде. То, что я
сушила волосы, вообще бесполезно. У меня был такой классный объем. После шапки он стал не Ты классный. теперь как будто с морщинами. Да, как будто у меня резко появились на лбу морщины. Можно я буду показывать? Давай. Это Ух ты, всю вафлю не засыпала. морская капуста называется. Морская капуста, да, это нори, поджаренная. Если нори, 4 штучки мы взяли, это специально есть с ним рамен. Круассан. 2 штучки. Шоколад. Еще мы взяли трубочки для молока. Варвара что-то захотела. Захотелось ей молока попить. Да, с этими трубочками. Да, через них же надо пить просто, да? Еще вчера, когда я была у девушки с бабушкой, то мы покупали такие же, только они были со вкусом винограда. Сейчас мы взяли со вкусом маракуйя. Мне там интересно, что это Да. такое. Она говорит, А прям еще от типа этой вкусные, фирмы да? есть такие грибы шоколадные. С нежным центром. Как вы думаете, что еще мы взяли? Помелу. Она в виде груши, кстати. Реально. Она Красиво. похожа на грушу. Она Печенье. тяжелая, наконец-таки. Рамен. Рамен, кстати, да, сейчас буду есть вот этот острый, но Варварка себе тоже взяла. Я 3 Я- роллтона взяла, но я их не все буду есть. Один ты будешь есть. Да. Это для Всё. рамена. Сочетание вот этого, правда, я сейчас еще покажу. Пастила. А, вот что я сладкую. Я думаю, что-то же я сладкое взяла. Ой. Алена, тебе привет. Это самое молоко. Еще этот Круассанчик. Еще мы взяли какой-то сок. Ой, Вот так. Попробовать да. она как Я потом шипучку- скажу, что это. Шипучку взяла. Все, это Еще последний? рамен. И- Это не рамен, это чаджамен. ну это чай. Это И без ещё. жидкости. А, да, все. Всё. Это без жидкости. Вот Я этот буду я сейчас буду его пробовать. завтра есть. Угу. Я Ну, очень щас- не очень. Давайте Давай, будем открывай. Нет, сначала вот эту штуку помой, сходи водичкой. Да что ты ж с нее будешь пить? Ну, все равно помой. Я еще заходила в Магнит и взяла. Сейчас хочу как раз с раменом это попробовать. Первый раз увидела. Сейчас докопаюсь до истины своего. Я еще за лекарствами зашла в аптеку. Наконец-таки купила себе парацетамольчика взяла. Плюс... Тебя? Сейчас, подожди. Парацетамольчика взяла, плюс шипучие порошки. О, шипучие порошки. Порошки на ночь. А в этом взяла тофу. Увидела. Хочу попробовать с раменом. Говорят, это очень вкусный сыр. Но, не знаю, сейчас будет Варвара пробовать. Ой, жгите, матушка. У нас вообще ни разу печенек нет. Варя взяла еще печеньки. Сможешь? Надо было вилочкой подковырнуть. Или ножиком. Или мамиными руками. Ну да. ногтями. Да я не ногтями даже, а пальцем просто. Ну давай, мать. Как компот в столовой. Серьезно? Налей мне чуть-чуть. Попробуй. Ну нет, я с тобой не буду пить. У меня болит очень сильно горло. Налей мне чуть-чуть. Сейчас я буду. У нас такая тряпочка красивая лежит. Да. Сейчас посмотрим, какой ну, цвет. Мы тут с Варюшкой поели так вкусненько раменчик. Смотрите, у меня ребенок лежит. Все время просится, вот всегда просится на ручки. Я только села смотреть, кстати, смотрю. Совершенно другой турецкий сериал. Очень классный сериал. Вот. Я, кстати, полюбила почему-то острый рамен. Вот сейчас ели. Его нужно туда добавлять сыр плавленый и с нори. Есть вообще очень вкусно в нори прям заворачивать. Просто очень вкусно. Я даже нори острый доела. У меня так прям во рту было классно. В плане горла от острова все проэтовалось. Продрало мне горло остреньким. Вот. Прям вообще красота. Я что-то сижу, чихаю. Вообще не могу. Все позаложила в носу. Надо будет на ночь порошочек выпить. Вот. У меня еще стирка достиралась. Надо идти сейчас разобрать. Варварка там песни себе записывает. Что там сейчас пела. Вот. Такие вот дела. А вот эта дама только сейчас сидела на полу и просилась. Я ее к себе беру. Кошка пробежала, она убежит к кошке. Потом
по-новому ко мне просится. И причем она будет скрестись, пока я ее не возьму. Потому что я просто так сижу. Если бы я спала, я ей говорю, иди спать. Она как бы топ-топ и пошла. Вот. А если я не сплю, то это бесполезно. Она встает и начинает мне скрябать. Вот. Такие вот дела. Надеюсь, завтра... Блин, заколебал. Что, у меня оповещение надо выключить? У меня в телеге очень мало оповещений включенных, но вот они периодически пищат. Надо их убрать. Вот я смотрю все еще 3-ю серию. Серии вообще какие-то... Это 2:20 серия. Еще почти 2,5 часа идет. Это капец. 1 серия. Чувствуется, что это турецкий сериал. Я из турецких, наверное, смотрела... Моя мама, по-моему, да, моя мама называлась, про учительницу, которая девочку пожалела, ее выбросили в мусорном мешке, и вот она с ней там. И «Постучи в мою дверь». И вот этот смотрю, это 3-й турецкий сериал. Я так вообще не очень люблю турецкие сериалы. Ну вот, про учительницу мне понравилось. Я там кусочки начала смотреть, думаю, надо посмотреть. Вот, а здесь РЧЛ снимается, мне, в принципе, она нравится. Еще по «Постучи в мою дверь». Вот. Так что, кстати, версия, я даже не стала смотреть, все вот это ждали, что вот это «Постучи в мою дверь» в Москве. Я думаю, такой бред. Мне, во-первых, актеры не нравятся абсолютно. Я даже не стала смотреть. Думаю, мне такое не интересно. Вот, а здесь прям очень интересненько, как у него это напоминает мне, у него звонок какой-то, и вот он раз и воплощается в другого себя, у него раздвоение личности. И мне напоминает, может, помните, был «Зайцев +1», когда его там ударяли, или громкий звук, и он такой чик, и это становился другим челом. Ну, вот и тут тоже что-то какие-то громкие звуки. Ему телефон, когда у него звонит, ему звонит, они вдвоем, у него подельник какой-то есть, короче. И вот он, когда ему звонит по телефону, вот этого второго как бы чела, в которого он перевоплощается, там какая-то мелодия, и он на эту мелодию почему-то перевоплощается. Вот, а потом в себя уже ему становится плохо, он засыпает и просыпается обычным челом. Человек обычный. И он не понимает, он эту бабу поцеловал, и не понимает, что такое, почему она такая возмущается. Типа, почему ты можешь делать все, что захочешь. Он говорит, ну это же моя работа, я не про это. А он не понимает. Поцеловал-то тот, а этот, он как бы и не знает. Он подозревать уже начал, что с ним что-то не так, что он не помнит, у него провалы в памяти, и вот он начал подозревать, что он тут раз и полдня, то он ночью только не помнил, тут раз полдня вообще посмотрел на себя, как он вел прямой эфир, и офигел, что он этого не помнит. У нас тут была репетиция, Варя пропела все песни и собирается идти мыться. О, смотри, мы с тобой в этом стекле. Классная песня. Чья? Какая? Последняя? Последняя. Она пересит. Короче, песня «Вызов» очень прикольная. Пересит. Варя, она вообще так подходит. Она вообще такое хорошо поет. Вот, все, Варвара идет мыться. Я иду, убираю быстренько посуду и пью порошочек и тоже ложусь спать. А сколько будет репетиция? 1:15 будет идти репетиция, это недолго. Так что всем спокойной ночи. И всем bye.